Добрый вечер всем. В студии Вестника Кавказа Гия Саралидзе. Это значит, что в эфире вновь, в прямом эфире программа «Большая аналитика», большая аналитическая программа. Сегодня вот о чем бы мы хотели с вами поговорить. О том, что происходит на Северном Кавказе с точки зрения историка и культуролога, о тейпах и их значении для социально-политической жизни Северного Кавказа и о том, что нужно делать для того, чтобы наладить диалог между народами России, особенно между молодыми людьми. Итак, начнем вот с вопроса о том, что происходит на Северном Кавказе с точки зрения историка и культуролога. То есть с точки зрения политиков, с точки зрения, может быть, экономистов, более-менее, хотя не очень понятно, но все-таки. Но с точки зрения вот, исторической и культурологической, мне вообще в последнее время с серьезными какими-то заявлениями, серьезными беседами на эту тему встречаться не приходилось. Либо это делается где-то очень кулуарно, и это не замечается там СМИ и так далее, не доходит до широкой общественности, либо об этом действительно мало говорят. Дело в том, что вот все процессы, которые происходят на Северном Кавказе последние 20 лет, они, конечно, определяются распадом Советского Союза. Дело в том, что распад Советского Союза, он в плане культурно-историческом, в плане нравственном, в плане религиозном очень сильно коснулся именно народов Северного Кавказа, потому что вот к моменту распада Советского Союза многие народы Северного Кавказа находились на стадии перехода от традиционного общества, так скажем, к гражданскому. То, что взамен сразу же не было ничего предложено, как бы каждое общество, каждый народ Кавказа оказался лицом к лицу вот с этой проблемой. То есть, по сути дела, с пропастью, которую каждый кавказский народ преодолевал по-своему. Мы знаем, что произошло в Чечне, мы знаем, что произошло в Дагестане, в Ингушетии, в других республиках. То есть, как бы народы Кавказа оказались не готовы и в плане культурном, и в плане социальном вот к такому мгновенному распаду и смене ценностей социальных, смене ценностей политических. И это привело буквально и к тому, что мы сегодня видим на Северном Кавказе. Скажите, Вячеслав, вот вы говорите о том, что это все происходило, распад Советского Союза, когда там был переход у народов Северного Кавказа от традиционного к такому гражданскому. А почему тогда ситуация сразу не вернулась к более традиционному, в эту сторону не качнулась? Все-таки были традиции, они были крепкие. Они находились, может быть, в периоде распада и так далее, но все-таки там чувство самосохранения могло бы сыграть. Дело в том, что тут, конечно, самая главная роль сыграли экономические причины. Потому что любое традиционное общество, оно не может существовать вне экономики, вне каких-то экономических связей. Потому что даже если мы возьмем ТЭП, то есть ТЭП, он существует и функционирует как какая-то социальная общность, если есть общность территории, если есть общность каких-то экономических связей, если есть общность там, культовая, культурная и так далее. То есть, допустим, если различные члены ТЭПа разбредаются по разным территориям, разъезжаются, соответственно, говорить о какой-то ТЭПовой структуре, говорить о ТЭПовых интересах совершенно не приходится, потому что, в принципе, действительно, тут как бы мы ни пытались уйти от марксизма, по сути дела, многие социальные проблемы, которые возникают в любом обществе, они определяются экономическими причинами. И то, что, допустим, не произошло возврата к традиционным ценностям, возврата к традиционным связям на Северном Кавказе, конечно, определило прежде всего экономический распад, то есть распад экономики, экономический кризис, безработица, отсутствие вообще каких-либо источников существования для многих людей, которые жили тогда на Северном Кавказе, то есть и попытка многих, и не многих, но по крайней части общества решить эту проблему каким-то криминальным путем. То есть, в принципе, если бы была бы возможность, как вот в некоторых республиках, где уже СНГ, там не было каких-то таких острых конфликтов социальных, была возможность перейти сразу же к какой-то форме хозяйствования, то есть вернулись к традиционной фермерской системе, то есть стали возрождать какие-то индивидуальные хозяйства, допустим, выращивать виноград, делать вина, развивать животноводство, то на Северном Кавказе для этого не было то есть никаких предпосылок
Потому что мы знаем, что на Северном Кавказе до сих пор, даже после таких кровопролитных войн, в том числе и Чеченской Республики, одна из самых высоких плотностей населения, то есть на квадратный километр. То есть практически земли для того, чтобы люди могли заниматься индивидуальным фермерским хозяйством, там нет. То есть и нет никаких условий для развития его. Значит, я правильно понимаю, что вообще вот проблемы и кризис 90-х годов в той же Чеченской Республике, это прежде всего экономический проблем? Вот я хотел, как раз у меня следующий вопрос был, чего больше было в этом кризисе? Это национальный вопрос, может быть это там наследие, да, там, сталинских историй с переселением чечено-ингушского народа и так далее. То есть вы выдвигаете на первый план только экономические? Нет, я думаю, что вот одной из главных причин того, что произошло вот в той же Чеченской Республике, это все-таки были социальные проблемы. То есть прежде всего, вот когда произошел распад Союза, когда произошел распад всех экономических связей, когда люди, по сути дела, большинство людей почувствовало, что оно не участвует в этой игре по распределению каких-то экономических благ, когда оно, по сути дела, как бы лишено вот, в плане экономическом, в плане социальном будущего, то, мне кажется, это главная причина. То есть конфликт на Северном Кавказе, это прежде всего, я считаю, что это не национальный конфликт, не этнический, это прежде всего социальный конфликт. Дело в том, что, вот, допустим, я сам занимаюсь в том числе древней историей, историей древних обществ, и там, по сути дела, причиной гибели многих обществ, причиной гибели многих цивилизаций, так скажем, многих культур, были именно социальные конфликты. То есть даже не какие-то завоевательные войны, не какие-то стихийные бедствия, а именно социальные конфликты. И по сути дела, сейчас, вот как мы видим на примере тех же стран Востока, по сути дела, социальные конфликты – это страшная как бы сила, которая способна разрушить любое общество, разрушить любое государство. И в этом смысле нужно, вот как это делается на Западе, выстраивать такую модель общества, в котором возможны самые разные формы социальные существуют, но при этом государство работает на все общество в целом. То есть государство защищает интересы всех социальных слоев, в разной степени по-разному, но если, допустим, как сейчас у нас государство существует, такое огромное, существует только для того, чтобы обеспечивать сохранность и возможность обогащения группы людей, само собой, такое общество, оно в принципе обречено на социальные конфликты и в принципе обречено как государство. А дело, учитывая тот максимализм, политический максимализм, социальный максимализм, который был на Северном Кавказе, это и определило вот этот такой агрессивный. А максимализм это просто национальная черта или это доведенное до такого состояния те же социально-экономические? Я думаю, что максимализм это именно национальная черта северокавказских, может быть и кавказских народов, такая вот, она определяется, наверное, вот системой нравственных ценностей, которые существовали в разное время и определяли мироощущение людей, их отношения друг с другом, в социальной сфере. Дело в том, что вот социальная несправедливость на Кавказе, она в принципе всегда была чревата какими-то войнами. Вот даже если мы возьмем, еще, допустим, Чечня, там были вольные общества, в той же Кабарде, где были княжеские фамилии, где были дворянские фамилии разных степеней, были зависимые какие-то фамилии, то там очень важную роль в взаимоотношениях, даже, так скажем, сюзеренов и вассалов, все-таки играла социальная справедливость. То есть как вот высшая категория, которая определяет отношения людей. То есть как только это нарушалось, и, соответственно, вся вот социальная структура, она распадалась, соответственно, возникали конфликты. Поэтому я, например, как бы уверен и, в принципе, хочу, может быть, со временем написать работу, посвященную этому, именно как бы написать о социальных причинах. Потому что я помню, я очень много общался с людьми, которые участвовали с разных сторон в этом конфликте. И я видел, что и теми, и другими движет вот эта обида. То есть дело в том, что, насколько мы помним, чеченцы практически, как бы, каждый чеченец молодой считал за честь служить в советской армии, там, защищать Советский Союз и так далее. Когда это все распалось, когда то, что мы ценили, то, что для нас было дорого, вот страна, какие-то идеалы,
все прочее, прочее, все вдруг распалось, и, по сути дела, ничего не осталось. А с другой стороны, вот чеченская интеллигенция, которая в то время была на Северном Кавказе, в том числе в Чечне, она как бы вот очень сильно стала заниматься этим вопросом репрессий, каких-то вот обид, исторических обид.